Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад – ваше ближайшее будущее. События ближайших дней Таро на неделю с 26 августа по 1 сентября. Давайте узнаем, что для вашего знака зодиака приготовили карты. Какие подсказки дадут нам? Королева жезлов у вас переворачивается. Вы себе чем-то не должны помешать. У вас могут быть контакты с человеком, и неважно, что выпадает королева, мы смотрим энергетику. Так вот, может быть какой-то очень привлекательный персонаж, который вам до конца о себе не расскажет, он никому не расскажет, он умеет хранить тайны. Вам где-то карта тоже предлагает быть в этих энергиях, поэтому желательно никому ничего не обещать, быть аккуратным, внимательным с деньгами. И правильно анализировать информацию. Информации может быть много на этой неделе, и я должна сказать, что людей может быть тоже много. Какие-то энергии по королеве жезлов. Это та, которую жизнь могла ставить не раз на колени, но она каждый раз поднималась. Это сильная позиция. Поэтому, может быть, вам нужно будет перешагнуть через какую-то ситуацию. Вот именно перешагнуть. И эмоции не должны вам помешать. Давайте, мои дорогие весы, посмотрим на неделю, не такой большой срок. Зададим наши традиционные вопросы. Что важно знать? Первая карта, может быть, как энергии, какие для вас наиболее важны. С 26 августа по 1 сентября. Чего не избежать? Неожиданности возможные. Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что же вам будет помогать? Достанем карту «Что скрыто?» И по основным сферам жизни. Дело, работа, бизнес. Энергия денег. И личная жизнь. Достанем карту «Совет». Я же вас, мои дорогие весы, хочу пригласить на свой сайт, прочитать гороскоп планетарный до конца 2024 года. И в описании под видео я оставлю разные ссылки, как и на другие плейлисты на своем канале, так и на статьи на моем сайте. Что же для вас важно? Ух ты, победа! Уж точно вы какой-то, как минимум, один вопрос решите. Лавровый венок и шестерка жезлов нам как раз говорят о том, что ну, как какой-то даже триумф может быть. Но это не карта, когда мы расслабились. Нам придется сохранять какие-то заданные позиции. И, может быть, эти заданные позиции у кого-то даже через личную жизнь идут, у кого-то через ваше творчество, через ваше хобби. Что-то нужно точно продолжать и быть очень внимательным как к своему окружению, как к тому, что говорят люди. Постоянно анализировать какую-то ситуацию – и не дать себе, ну, совершить какую-то оплошность. Потому что, когда выпадает карта победителя, это где-то нам напоминание, что все может быть еще несколько зыбко. В любой момент что-то может начать меняться. Да, победа есть, но не расслабишься. Неожиданности. Еще одна 6. Вообще любая 6 – это своеобразная победа. Или это какая-то уже радость. Поэтому у вас 2 шестерки и 2 радости. Может быть, это какие-то соглашения по части личной жизни. Хоть и 6 чаш. Есть такое значение, как ностальгия, но у вас неожиданностях. Это может быть с учетом, тем более, периода ретроградности, причем большой. Много планет в ретро-движении, которые нам могут вернуть как раз некоторую личную жизнь или каких-то людей из прошлого. Может быть и какая-то связь, какие-то контакты тоже из прошлого. И, скорее всего, если эти люди появляются, это неспроста. Либо они нам еще могут встретиться на жизненном пути. И даже если они нам, ну, скажем, не очень приятны, лучше какое-то перемирие установить. Правда, у кого-то же бывает, продолжаются отношения, хоть де-факто закончилось какое-то более тесное сотрудничество. Но по разным причинам мы еще что-то должны согласовать. Может быть, какие-то документы оформить. Ну, то есть 1001 причина. И тогда худой мир лучше доброй ссоры. Хотя карта совсем не об этом. Скорее, это карта о том, что об искренних отношениях.
Ну, мы все разные, у кого-то может подобная ситуация вернуться именно из прошлого. Может быть, это и какая-то дружба. И если была прежде дружба, и человек возвращается, будьте внимательны тоже. Он тоже не случайно, скорее всего, появился в вашей жизни. Для чего он нужен? Для того, чтобы вы сделали какие-то выводы и шли дальше. Или эта история может быть более тесно продолжена. Карта приятного общения в любом случае, и поэтому какая-то радость через общение, как неожиданность у вас может быть. В неожиданностях есть какой-то союз, который может быть и должен быть продолжен в том или ином виде. Чему сейчас не время? Двойка мечей. Устраивать себе какой-то вечер вопросов и ответов, начать сомневаться, искать какой-то негатив или пытаться, знаете, на мелком месте глубокую философию устроить или начать делать какой-то выбор, вывод. Но вот этому точно не время. Сохраняй все то, что к тебе приходит на порог. Дальше разберешься. Но в первую очередь сохраняй самого себя. Нам не говорят, что мы пятимся назад, кстати. А вот то, что может быть продолжено, мы вполне так хладнокровно определяем и идем дальше. Идем дальше, может быть, продолжая что-то. Но это все лежит на поверхности. Это не в нашем где-то подсознании или где-то в нашем самокомпании. Двойка мечей – это всегда момент выбора. Так вот, или каких-то сомнений, куда же мне пойти, направо, налево, или с кем мне быть, с одним человеком или со вторым. Вот на этой неделе пока не время и сомневаться, и не время делать какой-то окончательный вывод. Что же вам будет помогать? В принципе, ваша карта – король мечей. Хладнокровие конкретно как и будет помогать, и самое главное – беспристрастный взгляд на вещи. И не минус, и не плюс, вот никаких эмоций вообще. Может быть, поэтому двойка мечей и выпадает, чему сейчас не время. Где-то какой-то восторженности не время, и несмотря на то, что карта победителя, нам ведь уже сказали – сохраняй. И здесь ты не можешь расслабиться, поэтому король мечей – это часто эксперт какой-то. Или... может быть, это вы сами, но тогда больше реализма, больше логики. Здесь нет никаких эмоций, понимаете? Но эти эмоции, они такие более продуманные. По двойке мечей глаза завязаны у нашей девушки, поэтому не время закрывать на что-то глаза. Или начать самому что-то додумывать. Нужно быть реалистом, мои дорогие, и тогда вам это помогает. Поэтому, может быть, вы еще столкнетесь не единожды с какой-то ситуацией, когда вам вот этот самый реализм, он вам и поможет. У кого-то конкретная ситуация может проиграться, как, ну, к примеру, карты советуют, если ты себя чувствуешь, самочувствие именно, не очень хорошо. Ну, тут не надо теряться в догадках, додумывая что-то, а нужно обратиться к врачу, пройти обследование, узнать о себе что-то наверняка. То есть именно рационально. Иногда по этой карте могут проходить юристы, адвокаты, смотря чего касается ваш вопрос. Значит, что-то нужно оформить по закону. И если вы не знаете, как закон работает в отношении вас, найти информацию или, опять же, обратиться к специалисту. Иногда это нам показывает еще людей, работающих с металлом. Ну, к примеру, это вы можете делать ремонт дома. И есть те работы, которые тоже должен сделать специалист. Кто-то будет приглашать. То есть много направлений объединяет эта карта, но самое главное это вот логика, рационализм и есть какая-то конкретика. И вот от нее нужно как-то оттолкнуться, и поэтому карта и говорит, тебе помогает, когда ты как и руку на пульсе держишь, как и ты без эмоций как любую ситуацию воспринимаешь. Видимо, такова неделя. Что скрыто? Для кого-то из вас поход будет... К примеру, вы хотите оформить какой-то документ, два короля. Мы еще другие откроем карты, но уже два короля, я могу предположить, что для кого-то из вас неизбежно придется обращаться в какие-то инстанции. Ну, пусть эта инстанция у кого-то доктор, к примеру, да, или стоматология, а у кого-то это нужно оформить конкретный документ. У кого-то это может быть банк, мои дорогие, потому что король Пентаклей иногда говорит об этом. У кого-то может быть и личная, кстати, какая-то история, но тогда тоже, возможно, какие-то бумаги или что-то нужно сделать очень правильно, рационально, или
решить материальный какой-то вопрос, финансовый вопрос, что-то продумать. Я не могу сказать, что что-либо скрывается. Хотя вы можете контактировать с таким человеком, как король Пентаклей. Он великий консерватор. Но, может быть, на всякий случай нам карта говорит, а ты будь где-то, ну, на своей волне и пытайся просчитывать свои какие-то плюсы, минусы, рационально допусти, как минимум допустить, что я буду делать, если что-то пойдет не так. Не верь каким-то обещаниям. Поэтому будь то работа, будь то личная жизнь или даже финансы, кстати, по королю Пентаклей, вот из любой сферы жизни могут быть, ну, какие-то темы, которые вот вам так хладнокровно придется решать. Или согласовывать, или в инстанциях узнавать, как оформить ту или иную бумагу, решить какой-то вопрос, или буквально, ну, для кого-то проиграется, как пойти к доктору. И так я тоже не могу исключить. Одним словом, какие-то инстанции с двумя королями вполне на этой неделе вам придется посетить. Может быть, и достаточно мелкие дела, работы, бизнес. Здесь все что-то случится и произойдет в свое время. По семерке Пентаклей это карта некоторой паузы. Но нам нарисовано денежное дерево, поэтому это как деньги в рост. И, кстати, отчасти нам говорят, с деньгами будь аккуратен. Может быть, какое-то ваше дело идет не так быстро, если вы занимаетесь творчеством, работаете на самого себя, на саму себя. Поэтому рост определенный финансовый он будет. Но это не произойдет молниеносно. Вот как будто взрастить нужно это денежное дерево. Для этого нужно время. У кого-то это может банально карта говорить о том, что, предположим, и надо сказать, в этот период и на последующие месяцы мы можем оформлять договоры, переоформлять договоры, брачные контракты, какие-то важные соглашения, важные бумаги. То есть через юриспруденцию мы можем многие какие-то аспекты нашей жизни более упорядочить, как будто нас с этим столкнет судьба. Это где-то касается всех знаков зодиака. Так вот, для вас, мои дорогие, на этой неделе, может быть, вы планировали, вы уже получите какой-то документ, а он может задержаться. Вот есть какая-то пауза, и причем по семерке Пентаклей. Мы на это не влияем, поэтому примите какое-то известие, тоже нам говорят, хладнокровно. Ну, все произойдет в свое время, повторяюсь. Финансы. Здесь как по судьбе, какой-то рост. Отчасти нам карта говорит об учебе. Все же Иерофант – это великий учитель. Это можете быть и вы сами. И тогда, если мы говорим о должности, впереди карта победителя, кто-то из вас может занять достаточно высокую должность, особенно если вы принадлежите к преподавательскому составу, если мы уже говорим про Иерофанта, или, мои дорогие, весы, если вы где-то работаете в структурах государственных или каких-то, ну, достаточно таких крупных компаниях, которые, может быть, с именем, надежностью, здесь может быть и профессиональный карьерный рост. И в связи с этим будет увеличиваться и ваш доход тоже. Но для кого-то эта карта может означать, для того, чтобы было больше денег, нужно конкретно идти чему-то учиться. И у кого-то это совпадает с должностью, так тоже бывает. Или, может быть, изучить какой-то новый вид деятельности. Опять же, для того, чтобы приобрести возможность зарабатывать деньги. По аркану Иерофант. У каждого будет своя какая-то концепция через заработок. И все же где-то я могу допустить, что что-то вы с чем-то столкнуться можете именно с новым. От чего, ну, не следует уходить, не следует отказываться. А может быть, как вот эти ступени, которые ведут буквально ввысь. Вам нужно просто пройти постепенно, последовательно. У кого-то это могут быть вопросы, связанные со взятием кредитов, например. И опять же Иерофант. Пусть это у нас тут молодой человек изображен на карте, но все же эта карта предусматривает традиции, высокие инстанции, опять же, как и король мечей. И я уже об этом говорила, потому что у вас два короля, да тем более с Иерофантом. У кого-то могут быть такие серьезные вопросы, как бракосочетание.
У кого-то и бракоразводный процесс. Тут мы все разные. Это мы что-то оформляем с учетом, повторюсь, как и традиций, и по закону, что немаловажно. Но для вас идет какой-то рост. Вот посмотрите, как денежное дерево в рост, так и здесь буквально по карте Иерофант. Ступени ввысь. Для вас меняется какая-то парадигма жизни, мои дорогие весы. Но это происходит не само по себе, это через ваши приложенные усилия, повторюсь. Ни разу нам про ожидания не сказали, а наоборот, эти усилия нужно держать под контролем. И каждый вот этот шаг вот этой лестницы вам приходится как и просчитывать. И я бы сказала, сделали этот шаг, осмотритесь. Не должно быть, конечно, сомнений, но где-то свести к минимуму ошибки было бы тоже неплохо. Личная жизнь, выход из лабиринта. Я так называю туз мечей, потому что всегда сначала было, может быть, 2 меча, может быть и больше. То есть было состояние, опять же, какого-то выбора. А 1 – это когда мы с чем-то определились. Вы теперь точно знаете, в каком направлении вы идете. Или, может быть, чему вы по работе даете предпочтение. Были какие-то прежние сомнения или какие-то были непонятности. Здесь это может быть где-то, ну, закончится какая-то история, потому что вы получите либо нужную информацию. Но я больше по части личной жизни, вы с чем-то определяетесь, мои дорогие весы. И для вас это будет означать то направление, которое вас словно поведет вот ввысь, как увеличит где-то заработок, как увеличит какие-то возможности по вашему труду, по вашим честолюбивым планам, может быть, отчасти по личной жизни. Для кого-то из вас может совпасть на этой неделе вопросы, которые в один клубок. И деньги, и работа, или ваша занятость, и одновременно личная жизнь. Может быть, определяетесь вы с чем-то. Повторюсь, потому что туз мечей – это уже какая-то большая конкретика. Давайте мы и еще туз пентаклей. И правда, и работы, и деньги, у кого-то и вопросы жилья могут быть, и личная жизнь. Так вот, туз пентаклей – это то зернышко, еще пока, которое мы садим в землю, из которого вот мы в последующем получим вот это денежное дерево. Или это искусство где-то мелких шагов. Что-то вы делаете на этой неделе на далекое будущее. И вторит этому Иерофант. И это может касаться вашего в целом качества жизни. Есть победа, есть какая-то, может быть, и личная история, которая вас очень вдохновляет. Есть и какие-то возможности по делам, по деньгам, по вашим амбициям личным. И, может быть, это все воедино как-то нужно совместить в один красивый узор. А может быть, прежде был какой-то хаос, но теперь нужно расставить все по местам. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.